Соединенные Штаты постепенно утрачивают поддержку европейцев, так что Вашингтон будет предпринимать отчаянные попытки склонить их на свою сторону. Об этом рассказал бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннет, комментируя визит американского лидера Джо Байдена в Европу. Очевидно, администрация Байдена понимает, что власти США постепенно утрачивают поддержку европейцев, которые уже замечают бесполезность экономических санкций, запрета российского газа и топлива. У них произошел личностный кризис, который заставил их все переосмыслить, и власти США это осознают. Они будут предпринимать отчаянные попытки склонить их на свою сторону, однако не прибегая к лести, уговорам или побуждению к действию, а при помощи буллинга, угроз и внушения страха, указал он. Беннет отметил, что Байден направился в Европу с призывом поддержать президента Украины Владимира Зеленского и их доктрину, которая, по словам экс-сотрудника спецслужб США, фактически превращает именно их в военных преступников. Тем не менее, будет наблюдаться негласное соглашение со стороны Европы из соображений духовного единения НАТО и экономической стабильности, добавил он. В то же время они будут открыты для диалога с Россией. Именно поэтому представители государств Ближнего Востока выходят на связь с президентом РФ Владимиром Путиным, но игнорируют звонки Байдена. Это очень важный геополитический переход власти, и я полагаю, что Европа последует их примеру, заключил Беннет. Президент Соединенных Штатов в Европе примет участие в саммитах НАТО G7 и Европейского совета для обсуждения ситуации на Украине. На встрече Альянса будет поднят вопрос изменения расстановки сил НАТО. Речь идет о долгосрочном присутствии сил Альянса на восточном фланге. Кроме того, в ходе визита у Байдена будет возможность скоординировать следующий этап оказания военной помощи Украине. Помимо этого, как рассказали в Белом доме, Байден на саммитах НАТО G7 и ЕС обсудит серьезные и беспрецедентные санкции против России из-за спецоперации по защите Донбасса. После же встреч в Брюсселе американский лидер 25 марта Байден отправится в Варшаву, где проведет переговоры по ситуации на Украине с польским лидером Анджеем Дудой. Санкции против России были введены после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели – демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.